А вы когда-нибудь задумывались о том, что заработать можно на откровенном мусоре, который валяется под ногами и который даже в голову не приходит выставить на продажу? Именно такую историю я хочу рассказать вам сегодня. С вами я, Антон Больших, с райского острова Бали. Сзади меня, наконец-то, океан. Правда, вокруг куча туристов, и если они иногда будут попадать в кадр, извиняйте. Эта история не про успешный успех. Она скорее иллюстрирует поговорку, что богатые думают о том, как заработать, а бедные думают о том, как сэкономить. Я не считаю себя причастным ни к тем, ни к другим, потому что я не приемлю крайности в этом отношении. Я считаю, что мой путь где-то посередине, от бедных в сторону богатых. И у нас смыло штатив вместе с ботинками. Убери это все на сушу. Наверняка сейчас будет немножко у кого-то подгорать, но давайте сразу договоримся. Если здесь, в этом видео, что-то кого-то будет триггерить, то проблему вам стоит искать не во мне, а в себе. Потому что это непринятие других людей, и это относится к психологической проблеме. Как все вы уже знаете, я очень давно занимаюсь мотосервисом. А те, кто знают меня давно, в том числе и мои старые клиенты, знают прекрасно, что я сменил 5 локаций в Москве. Проблема помещений для меня это самая настоящая боль. В 2019 году я первый раз съездил в Европу на мотоцикле. Это была очень классная поездка, в которой я потратил абсолютно все свои накопления, которые только сумел сделать. К слову сказать, это мне давалось непросто, потому что куча денег уходила у меня на аренду помещения, а работал я, по сути, один. И вот в июле 2019 года возвращаюсь я такой из поездки по Европе, приезжаю на работу, и мне судьба подкидывает такой прикол. Ты слишком круто отдохнул, слишком расслабился и решил, что все хорошо. Поэтому на тебе по голове, успокойся немного. Территорию, на которой я арендовал помещение под сервис, выкупила одна огромная небезызвестная компания, которая планомерно занимается застройкой всех промзон города Москвы. Сказать, что это было трагедией, это ничего не сказать. Я почти махнул на все рукой и закрыл сервис. Я был вот в миллиметре от этого. Спас сервис только один человек, который дал мне надежду, что он придет ко мне работать. Но об этом я расскажу вам немного позже. Дальше была очень сложная и долгая рутина, связанная с переездом. Было заработано довольно много денег в очень короткий промежуток времени, которые тут же все были вложены в переезд. Переезд – это занятие затратное. Мы арендовали помещение на новом месте. Это было мое первое помещение чуть-чуть за МКАДом, потому что так или иначе весь этот авто- и мотобизнес вытесняется за пределы города Москвы постепенно, и от этого не убежишь. Это просто развитие города, и ничего ты с этим не сделаешь. Как бы ни печально это не было, хочу я этого или не хочу. Меня никто не спрашивает, в конце концов. Когда мы только завезли на новое место кучу оборудования, запчастей и всего остального, естественно, складировать это все было некуда, потому что помещение было несколько меньше, и мы снимали его вместе с моими соседями, чтобы как-то оптимизировать затраты. Когда с местом была совсем беда, а у нас банально в цеху даже туалет был не оборудован, в соседнем здании мы решили временно снять офис, где я временно сделал склад новых запчастей. Офис мы снимали в основном, чтобы пользоваться без проблем туалетом в соседнем помещении. Спустя несколько месяцев мы немного обустроили ремзону, начали строить второй этаж, немного сложили все на складе. И буквально перед Новым годом, когда через пару недель мне уже надо было освободить этот офис от всех моих запчастей, зашли мы с моим товарищем, который со мной в тот момент работал, в этот офис, и поняли, что мы оттуда, в принципе, убрали почти все запчасти. Осталось только совсем чуть-чуть ценного.
А еще целый огромный ворох мятых японских газет. Откуда они взялись? Все очень просто. Раньше я был оптовым клиентом одной компании, которая присылает запчасти напрямую из Японии в Россию. Рекламировать не буду, но думаю, многие сейчас догадаются. И на протяжении какого-то количества лет эта компания упаковывала запчасти при отправке их из Японии в Россию с помощью коробок, в которых место заполнялось мятыми японскими газетами. Видимо, это было дешево или, может быть, даже бесплатно, но факт остается фактом, что коробки мне приходили набитые японскими газетами. К слову сказать, доставка была совсем не дешевая, и меня всегда несколько задевало то, что за доставку ты платишь, по сути, примерно столько же, сколько у тебя скидка за то, что ты оптовый клиент, там, купил однажды на 3 миллиона рублей в месяц, что для меня на тот момент было совершенно неподъемной суммой, и в одиночку я бы этого никогда не сделал. И как-то эти газеты у меня валялись, выкинуть их особо сильно рука не поднималась, как-то я их кому-то дарил как сувенир. Мне никогда не приходило в голову, что эти газеты могут реально принести денег. Стоим мы, значит, с моим коллегой в этом офисе, и я ему такой в шутку говорю: слушай, Серега, а давай их выложим на Авито. Попробуем их продать. Может, они кому-то нужны? Ну реально, выкинуть рука не поднимается, хранить негде. Уже сколько можно. Естественно, мой коллега надо мной поржал. На этом мы забрали из офиса остатки ценных вещей и закрыли его. А я знаю, что у нас есть еще пара недель аренды в запасе, все равно она уже оплачена. Просто, ничего ему не говоря, с его же номером телефона выложил объявление о продаже японских газет на известный сайт продаж. Каково же было мое удивление, когда буквально через пару дней по этому объявлению раздался звонок. Я выложил эти японские газеты по 100 рублей за лист. И буквально на третий день к нам приехал весьма состоятельный дядя в костюме и купил у нас 130 листов. Он еще долго выбирал, у нас их было всего листов 200. Долго выбирал, смотрел, разглядывал. Мы поинтересовались, а для чего ему столько мятых японских газет? Ответ меня лично просто ошеломил. Для оформления дизайна японского ресторана. Я, к сожалению, не спросил, где этот ресторан и как он называется, но, честно говоря, жалею, потому что с радостью бы туда сходил и посмотрел на эти газеты, которые провалялись у нас столько лет. Позже у нас было еще несколько покупателей, пока все эти газеты не закончились. После визита этого дяди мы стали их аккуратненько складывать и хранить их уже более бережно. У нас покупали эти газеты для подарка людям, фанатам Японии, для подарка тем, кто практикует японский язык. В общем, для самых-самых неожиданных целей, казалось бы, вроде ненужные японские мятые газеты могут людям пригождаться. Мораль сей басни такова: если вы все время думаете о том, где заработать, и не тратите свою энергию на то, чтобы постоянно думать, где сэкономить, то в конечном итоге качество вашей жизни, скорее всего, будет сильно выше. Это проверено мной, в том числе и на этой истории. Конечно же, случай, о котором я вам сейчас рассказал, частный, и правилом такие случаи обычно не являются. Безусловно, у каждого человека лучше всего получится заработать на том, что ему больше всего нравится, и то, что он больше всего делать хочет. Поэтому, если вам нравится самому заниматься своим мотоциклом, и если у вас скутер BMW C650 GT или Suzuki Skywave или Burgman 400 или 650, то я приглашаю вас на свои курсы по самостоятельному обслуживанию. Ссылочки вы можете найти в описании и закрепленном комментарии. Там есть ссылочка на мой сайт со всеми моими контактами, соцсетями и так далее. Также
ссылки на все мои продукты, которые в данный момент доступны. Если даже вы не нашли того продукта, который интересен вам сейчас, вы можете написать мне в любую соцсеть, и я отвечу вам на любые вопросы на тему того, что ожидается в ближайшее время. А с вами сегодня... А солнце на райском острове уже совсем садится. С вами сегодня был я, Антон Больших, и Индийский океан. Напоминаю, что мне очень важны ваши лайки, комментарии, а также то, сколько людей нажмет на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Их будет еще очень много. Всем пока!